Я не смог защитить ничего из того, что мне было дорого. И в своей жизни не смог сделать того, что должен был. Мое имя так же бесполезно, как и я сам. Я приветствую тебя, Чумба, с тобой Рабаши. Юриичи. В прошлом призрак, которого Мудзан считал чудовищем, действительно существо, содрогающее своим рождением все законы мироздания, воплощение добродетели, сдержанности и силы. Откуда взялся данный образ, чем вдохновлялся и каким образом прописывался, ответы на данные вопросы ты получишь в данном видеоролике. Но сначала ремарка. Сказанное далее является лишь моим мнением и мировоззрением, и это не придумывал Агатоги как автор манги, а лишь я, как независимый автор, сформулировал и озвучил. Приятного тебе просмотра, я начинаю. Бодхисаттва. Фанаты КРД слышали это слово, и увы, у большинства оно ассоциируется с техникой доумы, но речь не о ней. Бодхисаттва буквально означает живое существо, саттва, которое стремится к просветлению, бодхи, и осуществляет практику альтруизма. Символика Юриичи как бодхисаттвы идет еще со времен Древней Японии и легенде о близнецах, которую ты мог услышать в моем прошлом видеоролике о Какушиба. Кратко ее суть в следующем. Старший ребенок из близнецов является демоном, а второй бодхисаттвой, что и трактовалось сюжетом КРД, где старший сын Мичикацу действительно стал демоном, а младший Юриичи воплощением бодхи. Идеал бодхисаттвы — это человек, который стремится одновременно как к собственному просветлению, так и просветлению других и занимает центральное место в буддийской традиции Махаяны. Это заложено и в характере Юриичи. Он уже, будучи рожденным просветленным, занимался просветлением других в лице охотников, обучая их дыханию солнца и помогая создавать альтернативные его вариации. В бодхисаттве милосердие, эмпатическое сопереживание, страданием других является важнейшей характеристикой, отсюда и вытекают схожие чувства сильнейшего мечника. Как в сцене с Какушиба, когда он заплакал, увидев его, ибо слезы были не от его личной трагедии, что его брат стал демоном, вовсе нет. Он грустил от того, что Мичикацу пришлось им стать, чтобы выжить, закрепив эти мысли словами «мой бедный братец». Также и в призрачном диалоге с Мудзаном, в воспоминаниях, которые передаются через даки о весе человеческой жизни. Что в этом забавного? Что в этом веселого? Неужели жизнь стоит для тебя так мало? Сам же этот сострадательный образ закрепляется буддийской фразой «Бодхисаттва болен от того, что другие живые существа болеют». Болезнь бодхисаттвы возникает по причине его великого сострадания. Трактовать это можно двумя способами. Болезнь других в виде их несчастий и болезнью, где слово «болезнь» означает «демон». Юриичи, как олицетворение бодхисаттвы, раскрывается в 4 ее заповедях или же обетах. Обет 1. Как бы неисчислимы ни были живые существа, я клянусь освободить их. В данном случае освобождение касается людей, которые стали жертвами демонов или сами стали демонами. Насколько бы неисчерпаемы ни были страсти, я клянусь одолеть их. Данный обет прослеживается во всем образе Юриичи, рожденным с прозрачным миром и будто бы отказавшимся от большого количества эмоций в человеке. Как бы бесчисленны ни были учения, я клянусь овладеть ими. Слабо реализуемая часть, ибо он уже родился, обладая буквально всем. Как бы беспредельна ни была истина Будды, я клянусь достичь ее. Выражается в отрицании собственного «я» и отказе от этой концепции. Он считал себя никем, лишь каплей в море жизни, и не придавал значения собственной важности в текущую эпоху. В дополнение к состраданию обеты отражают обязательства бодхисаттвы, направленные на развитие самообладания, познания и обучения, или же достижения мудрости. В основе всех этих усилий всегда лежит решимость искоренить страдания других и заменить их радостью. И именно здесь заключается трагедия Юриичи как человека. В произведении он играет буддийскую роль бодхисаттвы в классическом ее представлении, однако не может искоренить страдания других, ибо сам страдает. Страдает настолько, что уже и сам не мог выдержать. Он желал поведать свою историю хоть кому-то, искал поддержку и упокоение хоть в чьих-то словах и эмоциях. Его сердце было изранено. Изранено собственной силой, которая так и не принесла ему ничего. То, что было у него с рождения, оказалось его проклятием. Посудите сами, он был рожден с силой, которую не желал. С самого его детства эта мощь была причиной его страданий. Старший брат был ею одержим, отчего возненавидел его. Его отец, желая выбрать сильного преемника, отринул своего второго сына в пользу Юриичи. Сами же его способности и потенциал также никак ему не помогли. Он не смог защитить свою жену и ребенка в ее чреве, ибо демон убил их. Его брат стал демоном, отчего остатки своих дней Юриичи жил в позоре, гонимой организацией охотников, ибо они предлагали ему сделать сеппуку. Встретившись с Мудзаном и поняв его суть как зла в данном мире, он не смог убить его. Юриичи в своей жизни был столь же несчастен, как и сам Какушиба.
ибо они близнецы и две стороны одной монеты, выполняющие четко прописанную роль древней Японии. Первенец, рожденный быть демоном, второй же сын воплощения Бодхисаттвы, которое в произведении тесно связано с прозрачным миром. Но ни один из братьев так и не нашел того, что искал – счастья и покоя. Старший, превратившись в демона, убил людей, младший, избавляя людей от страданий, убивал демонов. Их действия выполнялись в прямо противоположную сторону друг от друга, и на этой плоскости центром сопряжения была лишь одна личность, выступающая в качестве инициатора и точки соприкосновения – Кибуцуджи Мудзан. Но это тема для отдельного видеоролика. Философия Юриичи касательно его самого и вещей, происходящих вокруг, довольно проста. Он не чувствовал удовлетворения в собственной силе, в отличие от Мичикацу, который гордился, что именно их поколение будет особенным. Юриичи же так не считал. Формулировал он свою мысль следующим образом: глядя не через призму одного поколения, а лицезрея весь поток человеческой истории, в которой он с братом всего лишь маленькие крупицы, и эти самые крупицы окажутся в нужном месте в нужный час. Нет смысла беспокоиться о собственной силе, статусе и земном, обременяющем тебя. Нужно просто с легкостью на сердце прожить отведенное тебе время. Данные мысли слегка изменились после иного восприятия действительности из-за происшествий с братом. В какой-то момент он потерял смысл жизни и думал, что живет напрасно. Мысли о его беспомощности и ответственности, что лежало на нем, отравляли его жизнь. Спасением для Юриичи была дочка Сумиёши, как напоминание, ради чего он сражается, за что борется. И какая же все-таки цена человеческой жизни. И именно Сумиёши дал сильнейшему то, о чем забывали остальные по отношению к нему – веру и поддержку. И получил в ответ благодарственную улыбку, дарующую надежду. Юриичи в произведении выполняет намного большую роль, чем может показаться на первый момент. По сути, весь путь Танжера, да даже все организации демонов – это следование по пятам воина Бодхисаттвы, лучшее описание которого заключается в слове «призрак». Сюжет Клинка простирается в тесном переплетении с его историей и историей Какушиба, двух братьев. Его сила больше напоминает мифическую даже спустя столетия, его образ для Танжера – путеводная звезда, дающая направление в битве, и страшный кошмар для Мудзана, который сам олицетворял кошмар для многих других. Парадокс и коллапс в обличии одного человека. Юриичи в мире КРД ярчайший пример того, что сила является бременем или же проклятием, от которой, если бы он мог, он бы точно сбежал. Огненный мечник, сжигающий все вокруг своим присутствием, будто бы он и сам являлся солнцем. Любимец богов, отмеченный их меткой, обреченный на вечный путь освобождения от страданий других, при этом страдая сам. Бодхисаттва Юриичи Цугикуни, сильнейший охотник на демонов. С тобой был Рабаши, благодарю тебя за просмотр, сказать же мне спасибо ты можешь оценкой ролика. 10 тысяч лайков и я тут же приступлю к созданию следующего. Также рекомендую заглянуть в плейлисты на моем канале, где есть еще 87 видеороликов по Клинку. Еще раз спасибо тебе и пока. А за поддержку канала большая благодарность двум его спонсорам, Антону и Ананасику, двум чумбам-богам с площадки Бусти и конечно же шейхам. Именно они даруют вам постоянный выпуск видеороликов, точнее мотивируют меня снимать их. Цените.